Альфия Юрьевна, ваша презентация загружена, мы видим и видим вас. Отлично. Вам слово, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день всем, друзья. Я работаю детским неврологом, работаю уже не только детским неврологом, но ко мне обращаются и взрослые люди с разной патологией, потому что неврология – это очень большая такая сфера медицины, и сказать, что поврежден только, допустим, нерв, и больше ничего мы не можем. Всегда идет сочетанное поражение, сочетанное нарушение обмена веществ. Вот здесь вы видите основной наш структурный элемент нервной ткани – это наш нейрон. Вы обратите внимание, что идет тело клетки, от него отходит длинный отросток, и вокруг него как колбаски идут. Это миелиновая оболочка с перехватами Рамье, и через нее проходит импульс, нервный импульс. Нервный импульс идет очень быстро, потому что так сделано природой, чтобы человек получал быстрые результаты, быстрый ответ на различные факторы. Функции нервной системы уже были озвучены в ролике по Риколу. Самое главное – это то, что нам позволяет выживать, позволяет работать согласованно, позволяет жить и регулировать все процессы происходящие в организме. Центральная нервная система – это плотная сеть из 86 миллиардов нейронов. По самом деле это сложно посчитать, да, сколько там, 86 или 85 миллиардов нейронов. Самое главное то, что головной мозг, центральная нервная система – это все, что связано друг с другом. В головном мозге не бывает так, что работает только, допустим, височная доля или только лобная доля. Все работает согласованно. То есть самый простой пример. Человек идет по улице, увидел вдруг откуда-то выскочившую собаку. Как он отреагирует? Сколько времени понадобится, чтобы оценить ситуацию и принять какие-то действия? Я увидел, сигнал пошел на затылочную долю, да, через глаза, через зрительный нерв. Я оценил ситуацию, пошел сигнал на лобную долю. Я принял решение, я побежал, теменная доля, и задействован гипоталамус, на него идет сигнал для того, чтобы выделились нужные вещества, гормоны, вещества, которые будут подпитывать сердце, которые будут подпитывать наши мышцы, гликоген, да, и чтобы человек смог побежать и спрятаться. Эта защитная реакция, она очень старая, и никуда она не исчезла. Слава богу, что она у нас есть. Но в определенных случаях, особенно когда дело касается судорожных синдромов, здесь лучше бы этой реакции, конечно, не было. Далее. Нервный импульс проходит через вот эти перехваты Рамье, как маленькие колбасочки, или как это красиво сказать. И вот здесь вы видите щель, синаптическую щель, через нее идут медиаторы. Медиаторы вы, наверное, все слышали. Есть ацетилхолин, дофамин, серотонин. То есть вы все слышали, что есть гормон счастья и радости. Мы кушаем шоколад, чтобы у нас был серотонина много, чтобы мы радовались жизни. Да? Есть ацетилхолин, чтобы мы хорошо двигались, хорошо понимали, воспринимали информацию. То есть и медиаторов на самом деле много, и они все выполняют свои функции. То есть разные нейронные цепи, сети работают на разных медиаторах. Вот. И очень важно отметить, что есть именно нейропептиды, и этих синапсов в мозге до 90%. А нейропептиды – это что? Это маленькие белки. То есть определенная созвучность с нашим фактором тоже есть, но это разные вещи. Таким образом, я могу сказать, что... Но еще есть такой момент, что, допустим, если болеет весь организм, то это не значит, что будет болеть головной мозг. Это центральная нервная система – это иммунопривилегированная система, потому что в ней есть защитный фактор, называется гематоэнцефалический барьер. Помимо гематоэнцефалического барьера есть еще защитные факторы, о которых мы сейчас будем разговаривать. Вот. И раньше вообще считалось, что мозг – это закрытый орган, он защищен. И не дай бог, если, допустим, получается разрушенная ткань мозга, хотя бы одна клетка попадает в кровоток, то начинается аутоагрессия со стороны собственной иммунной системы. Ну, это было в прошлом. Сейчас все это рассматривается гораздо сложнее, потому что сейчас идет изучение еще одной очень интересной детали.
Сейчас мы вам покажем это. Так. Есть нейроны, их у нас 86 миллиардов, а есть пространство, которое заполнено нейроглией. Нейроглия – это ткань. Считалось, что это как бы клей, который находится между нейронами и капиллярами. И она защищает все наши нейроны от различных токсических воздействий. И их 10 раз больше, чем нейронов. И в отличие от клеток головного мозга, все эти нейроны могут делиться. Все клетки нейроглии могут делиться. То есть они отвечают за постоянство внутренней среды мозга, чтобы его защитить, чтобы его поддерживать, чтобы вот этот обмен активных веществ, медиаторов, происходил правильно, потому что именно нейроглия усваивает все эти вещества. И самое главное, что есть одна очень интересная вещь в головном мозге, называется микроглиальные клетки. Это макрофаги самого мозга. Дело в том, что мы привыкли считать, что все иммунные клетки, они формируются в костном мозге. Но дело в том, что то, что касается головного мозга, это совсем отдельная история. В головном мозге эти клетки формируются гораздо раньше, и они выступают, у них другая немножко направленность, другая функция. В норме, на эту как бы картинку, да, в норме макрофаг, клетка микроглии, просто находится в виде неактивного состояния, вот как веточка, да, у нее в разные стороны раскиданы щупальца, и она все время сканирует среду. Если что-то чужеродное, есть какой-то отломок клетки, если что-то, что мешает нормальному обмену, если вдруг она почувствовала, что что-то случилось, она тут же преобразуется, все эти веточки уходят, и она превращается, принимает такую амебную форму. Вы же знаете, что все фагоциты, макрофаги, которые есть в обычной периферической крови, в тканях, они именно как амеба, они обхватывают все ненужные вещества или опасные возбудители и переваривают их. Вот точно так же работает и клетка микроглии. Посмотрите, она становится похожа на амебу. Естественно, она будет работать как защитница. И очень интересный факт, что у взрослого человека всю жизнь продолжается перестройка сети нейронов. Одни синапсы удаляются, другие появляются. Вот мы можем учиться и запоминать. А скажите, пожалуйста, как это происходит? А это происходит очень просто. Потому что те синапсы, которые слабые или которые не работают в полной необходимости, да, они поедаются этими фагоцитами. То есть фагоциты в данном случае они не используются для борьбы с патогенным организмом в определенном смысле, а они еще и перестраивают нервные синапсы в интересах самого головного мозга. И плюс еще микроглиальные клетки вырабатывают специальные вещества, которые управляют делением и дифференциацией стволовых клеток нервной ткани, то есть заказывают новые нейроны на место выбывших. То есть раньше существовало мнение, что нервные клетки не восстанавливаются, что, извините за сленг, что упало, то пропало. Нет, такого сейчас нет. Вы обратите внимание, что после комы, после инсульта, после дорожно-транспортных происшествий, там, где были большие кровоизлияния, люди восстанавливаются. Да, уходит время. Почему? Потому что связь растет, вот этот синапс будет восстанавливаться долго. Должен вырасти сам нейрон. Должно быть питание вокруг этого нейрона, чтобы он вырос. И погибшие клетки будут восстанавливаться именно благодаря тому, что внутри мозга есть такие нужные клетки, как микроглиальные клетки. И самое главное еще то, что мозг не работает и не живет отдельной жизнью. Если так подумать, что у него есть вот этот гематоэнцефалический барьер, и он там сам по себе что-то делает, нет. Есть специально коммуникаторы, это наши цитокины, это маленькие молекулы, которые отвечают за передачу информации, и они осуществляют связь между клетками мозга и общим организмом. Вплоть до того, что если, допустим, человек заболел, именно цитокины меняют работу нейронов так, что человек не может кушать, он лежит. То есть природа делает так, чтобы минимизировать все энергетические затраты и чтобы человек быстрее выздоровел. Такое тоже есть.
А вот теперь мы перейдем к самому интересному, к тому, чем мы занимаемся у себя в клинике, вот, и к чему, честно говоря, мы пришли в результате длительного, скажем так, опыта, да. Мозг, особенно детский, нуждается в интенсивном поступлении питательных веществ. Что относится к питательным веществам? Это в первую очередь кислород, и во вторую очередь это глюкоза. Собственно говоря, там микроэлементов очень немного, скажем так, и, собственно говоря, мозгу больше ничего не надо. То есть нужно всего две вещи. Правильный путь поставки крови, доставки крови. И второе, нам нужно, чтобы эта кровь была качественная. Если разбираться, ну, это большая тема. В общем, мы имеем дело с ребятишками. Ребятишек нам приносят на прием, начиная с месячного возраста и, ну, в принципе, уже дальше. Уже большой возраст. Самое главное, что что мы обращаем внимание в первую очередь, это состояние шейного отдела позвоночника у детей. Почему? Потому что если тут будет смещение или ротация, то есть подворот, да, шейного отдела позвоночника, то потом кровь не будет поставляться правильно. Дело в том, что мозг детей забирает до 50% крови. Вы представляете, какой интенсивный там обмен? Почему? Для того, чтобы шел кислород, чтобы ребенок развивался. А если этого нет, тогда ребенок начинает отставать в развитии, он плачет, он плохо кушает, и он часто болеет. А почему он часто болеет? Потому что помимо того, что у нас есть мало кислорода, у нас еще возникают определенные вирусные нагрузки. Про бактериальные я не буду говорить, потому что бактериальные – это энцефалиты, это менингиты, это очень сложно. А вот вирусные – это те микроорганизмы, которые могут тихо-тихо сидеть, и они мешают восстановлению мозга. Мы пробовали лечить, и по-разному лечили, и витамины, и минералы, и разные препараты. Но не идет ребенок. Потом нам пришлось, мы приобрели в центр гемоскан. Это специальный прибор. Вы знаете, вот все гениально очень просто. Все, возможно, здесь присутствующие знают, что это такое. Это микроскоп с усиленной оптикой. Он подсоединен к экрану компьютера, и, собственно говоря, мы там видим все, что есть в крови. Вы знаете, то, что есть в крови у детей, особенно полуторамесячного возраста, иногда вызывает просто шок. Почему? Потому что такого количества лямблей, такого количества бактерий, которые там сидят, такого количества вирусов, такого количества личинок, грибов. Вот вы даже представить себе не можете, что у маленького ребенка может быть такая огромная инфекционная нагрузка. И что в этой ситуации делать? Конечно, мы пробовали и маму проверять, то есть брали у нее молоко и проверяли. Иногда просто лечили мать, чтобы мать уже через себя кормила ребенка. Но чаще всего этого не хватало. Дело в том, что я вот хотела показать вам эту картинку. К сожалению, вот такое бывает очень часто. Вот раньше этого было меньше, сейчас это часто. Вы видите, у него четко у этого ребенка идет правосторонняя кривошея, и здесь будут проблемы. Если я его начну тестировать, тут будет задержка развития моторного. Отсюда потом пойдут проблемы, уже более сложные. То есть есть такой диагноз, угрожаем по развитию ДЦП. Вот это вот такие ребятишки. Начало очень простое, а потом все заключается в патологические круги, и начинается все очень невесело. Так вот, в плане паразитарной нагрузки хотела сказать, что мы сотрудничаем с кардиохирургами. Вот они обратили внимание, что после нашей подготовки детей к кардиохирургическим операциям дети переносят их гораздо лучше. Вы не поверите, мы просто делаем кровь, мы проверяем кровь, мы делаем им проводим противовоспалительную терапию, обязательно назначаю трансфер-фактор, тут идет классика трай, потому что, даже если так разбираться, если я сейчас не увидела там, допустим, вирусную нагрузку, это не факт, что она не будет завтра, потому что любой ребенок с пороком сердца, это однозначно было поражение во время беременности. И когда мама мне говорит, я ничем не болела, знаете, возможно, она просто перенесла в какой-то форме, которая не была манифестирующей.
То есть, получается, наши дети, кто получает такое лечение, мы даем им трансфер перед операцией, после операции, знаете, они выходят гораздо лучше. Но у нас было несколько случаев, когда мы просто не допустили до операции. То есть у меня лично был такой пример, и у нашего доктора-педиатра. Ребенок пришел, он готовился на операцию, но его не брали. Почему? Потому что он часто болел. Там дырочка-то была не очень большая. Порог сердца – это значит отверстие между предсердиями, например, или между желудочкой. Между предсердиями, вы все знаете, это открытое там овальное окно. Это мы никто не трогаем, потому что оно закроется само в году. Но есть другие отверстия, когда кровь смешивается, и ребенок не получает достаточно кислорода, и вот здесь будут интересные, и тут будут проблемы. Вот, и этот ребенок болел, они его поставили на очередь, сказали, идите, лечитесь, пока вы не вылечитесь, что он у вас без конца болеет, вечно он у вас с насморком. Ребенку было 8 месяцев, мы его взяли, тогда у нас гемоскана не было. Я просто сказала, ребят, вот давайте мы попьем трансфер-фактор, плюс там общеукрепляющие какие-то витамины были. В общем, они у меня пропили, очередь была у них 4 месяца, вот октябрь, ноябрь, декабрь, январь, в феврале они пошли. В феврале они пошли, потом они пришли ко мне, принесли мне большой торт и сказали спасибо, потому что дырочки уже не было. То же самое случилось у нашего педиатра. То же самое. Она назначила лечение для того, чтобы поддержать ребенка перед операцией. И чтобы у ребенка, он легче ее перенес. Представляете, у него то же самое случилось. Поэтому, но это не всегда. Вы должны понять, что это случается, да, случается, но... Понимаете, каждый случай индивидуален. Мама принесла ребенка, ему было 8 месяцев, он был такой печальный, он был такой бледный. Я еще спросила, мама, ты его вообще кормишь? Сколько у него гемоглобин? Где, не знаю, наверное, он такой, он вот такой, как родился. А он тоже был с пороком сердца. Когда мы проверили кровь, вот шок был у всех. Потому что лямбли, вот этих трофозоиды, лямбли, они просто зашкаливали. Вот представляете, одно поле, и у вас 4-5. Одно поле, вот ты же проверяешь по стеклу, ты проводишь окуляром, да? У нас всего 2 капли. Мы не можем смотреть их долго. У нас всего там 5-7 минут, потому что кровь вернется, все. И когда мать это увидела, она говорит, а что это такое? Мы ей объяснили. В общем, мы вначале пролечили мать, не помогло. Потом мы пролечили ребенка, вы не поверите, он начал у них кушать. Он начал у них улыбаться, и мы ему разрешили делать операцию. И самое смешное было насчет трансфер-фактора. Я говорю, ты его пьешь? Я ей специально дала трансфер-фактор Трай, чтобы по одной капсуле хотя бы она пила. Она сказала, а я забыла? А что надо? Реакция моя была понятна, все было очень печально для нее. Вот, они ушли мне на операцию. Вот, в общем, я еще сказала, говорю, вы подождите с операцией, давай посмотрим. Может быть, получится так, что мы обойдемся без операции. Но все-таки хотелось бы так, на это надеяться. Вот. Это то, что касается, извините, пожалуйста, наших ребятишек, наших коллег. Самый главный вопрос, который мне задают как детскому невропатологу, это, а можно ли нам прививки? Можно, если у вас все нормально. То есть у вас нормально УЗИ головного мозга, у вас прекрасный шейный отдел позвоночника, ребенок в 2 месяца дает все положенные рефлексы, у него нет никакой вирусной нагрузки. Почему нет? Но если мама болела во время беременности, я стараюсь тоже делать прививки под прикрытием трансфер-факторов. То есть классик 10 дней, аккуратно, 1 капсула, до прививки, 10 дней после прививки. Переносят прекрасно, никаких побочных эффектов нет. Но, к сожалению, знаете, врачи так устроены наши, что вот надо срочно. Вот пришел ребенок, вот прямо сейчас, вот будем делать прямо сейчас. Мои, которые родители, немножечко продвинутые, да, не понимают, что прямо сейчас это не надо делать, надо подождать. Вот. Тогда у нас получаются очень хорошие результаты. А есть родители, которые, к сожалению, нас не очень хорошо слушают. Вот. Далее, что я хочу... вот с этим ребенком, например, что бы мы сделали? Естественно, в первую очередь мы проверили бы шейный отдел позвоночника. Мы не стесняемся, мы делаем рентген, прямой проекции, боковой проекции. Даже мы делаем рентген уже маленьким, с функциональными пробами. Мы обязательно будем делать УЗИ головного мозга, и мы обязательно будем делать гемоскан. Почему? Потому что нужно смотреть, что у нас происходит с кровью. Потому что мне нужно, чтобы в мозг кровь хорошо поступала и кровь была качественная. Иначе потом будет все очень, очень не очень.
Препараты в этой ситуации с препаратами будет сложно. Вы будете давать препараты, а толку будет очень маленький. И, наконец, что такое иммунная система человека? Это все, как бы нам уже многоуважаемые лектора рассказали. Она очень совершенна. Количество клеток иммунной системы примерно такое же, если не больше, чем самих нейронов. То есть это две системы, они очень похожи. То есть они следят за тем, чтобы организм человека выживал, организм человека правильно себя вел в окружающей среде, чтобы у него внутри все было нормально. И самое главное, конечно, хорошо, что сейчас, хотя бы сейчас получают молозиво после родов. Есть, правда, ребятишки, которым это не удалось, ну, в силу там определенных причин матери или ребенка. Вот я про роды хотела еще сказать такую вещь. Я, конечно, понимаю, что сейчас это будет интересно, да, но дело в том, что у меня был такой случай, что у ребенка была травма шейного отдела позвоночника. Ему было 3 месяца, он вообще голову не мог поднимать. И мама стояла и говорила, ну как же так, у меня же первые роды, мне всего-то 22 года, ну как же так случилось? Я раздеваю маму и прошу ее встать ровно. Вы знаете, у нее был перекос тазовых костей, и она как бы не могла ровно стоять. У нее одна нога была короче, другая длиннее. И у меня был вопрос, а вот это откуда у тебя? Она говорит, не знаю, у меня все время так, я вот сама смотрю, у меня джинсы, вот я все время подшиваю все. Дело в том, что когда идет смещение вот, в тазу, то отверстие для родовых путей, которые формируются у женщин, оно не будет круглым, оно будет овальным. И ребенок своей круглой головкой будет искать, как бы ему вклиниться, как бы ему встать, чтобы выйти на свет. Но тут включаются наши доблестные акушеры, которые начинают делать стимуляцию. И самое страшное, когда они начинают давить на живот. То есть там давится локтем, там давится, ну, чуть ли не на маму все это ложится. Вот. Ребенок рождается. Счастье, если он еще и без обвития пуповины. А если он еще и с обвитием пуповины? Вот тут вообще весело. Вот, просто были случаи, когда и мы мы видели такие случаи, когда был перелом шейных позвонков и смещение в них. То есть, понимаете, вот роды, прежде чем рожать, пожалуйста, говорите молодым, пускай они занимаются, пускай они свой формируют, приготавливают себя к родам, покупают пусть болы, мячи вот эти, пускай обязательно отрабатывают дыхательную гимнастику, им будет легче рожать, потому что в противном случае вот как повезет, да. И дети, страдающие ДЦП, это же тоже очень многие после вот родовых таких проблем. Но я не говорю, что они все с мамой. Просто если была внутриутробная инфекция, плюс тяжелые роды, то будет как-то не очень все хорошо. Вот. Мы стараемся работать. Обязательно мы работаем классиком. Почему? Потому что он самый мягкий, самый деликатный. Дозировки я не боюсь. Мы можем назначать 2 капсулы в день, можем назначать 4 капсулы в день при заболеваниях. Мы можем назначать 5 капсул, 6 капсул в день, и причем сразу большую дозу, а потом уже поддерживающую. Но пить надо долго, хотя бы дней 10. То есть вначале даем большую дозировку, а потом даем уже маленькую. При различных вирусных нагрузках и прочих, да, я назначаю 1 классик и 1 трайт. Для чего трайт? Потому что у нас идет вирусная нагрузка, и я иногда не могу назначить противовирусный препарат в связи с тем, что ребенок маленький. Поэтому я назначаю трай, я спокойно назначаю одну капсулу классику, один трай вечером, ребенок у меня пьет 10-15 дней, делаем перерыв 10-15 дней, и повторяем. То есть вот такие вещи мы делаем 3 цикла, и в принципе у нас очень хорошо они идут. Вообще, это очень интересно. Это уже как бы все поняли, что это такое, да, что это не очень приятная вещь в связи с современной ситуацией. Вот, оказывается, есть такая уникальность вирусов, что они умеют договариваться между собой. То есть они делят жизненное пространство, они друг другу не мешают. И они активизируются вместе в определенное время. Может быть, вирус слабый пришел, а у вас есть другой вирус. Они договорились, и получается плюс на плюс. Вот. Это очень интересная, кстати, вещь. Это самое страшное – это не сам вирус, а его осложнение. То есть он нарушает жизнедеятельность организма. Поэтому в этой ситуации
Ну, трансфер-фактор просто необходим. Вот. Вы можете сочетать трансфер-фактор Трай Классик плюс, все, что у вас есть. Это будет, в любом случае, это будет гораздо эффективнее, чем просто витамины и минералы. Вот мне очень часто задают вопросы, почему вы так верите в трансфер-фактор. Вот я пью минералы, я пью травы, но я понимаю, что вы пьете минералы и травы. Дай Бог вам здоровья, чтобы у вас все было хорошо. Но дело в том, что перестройку иммунной системы ни минералами, ни травами вы не сделаете. Вы только получите какой-то результат на сегодня и на сейчас. Но вы же не можете всю жизнь пить минералы и травы. В конце концов, вы получите аллергию. Поэтому единственная вещь, которая позволит вам перестроить, это трансфер-фактор. Позвольте мне пару случаев, которые, вот, честно, прям хочется рассказать. Ну, это взрослые, с детьми-то все понятно, там как бы мы делаем все, массажи, делаем остеопатию, назначаем лечение, но я стараюсь все это делать после применения противовирусной, противовоспалительной терапии. И, честно говоря, у меня был случай, когда девочка 3,5 года пришла, у нее было много-много вирусов, ну, причем это был анализ ИФА, то есть мы сдали кровь в обычной лаборатории. Мы пролечили ее противовирусными, плюс я добавила трансфер-фактор. Получился очень длительный курс, там у нас 3 месяца было. Она пришла через 3 месяца, она мне сказала, дома она родителям, они ее собирали куда-то гулять, и она им сказала: помогите мне, пожалуйста. Представляете, фраза. Мама, конечно, говорит, испугалась и говорит: что это было вообще? Я говорю: ну, наверное, что-то там случилось, и ребенок начал разговаривать. То есть как бы цитокины свое дело сделали. У нас есть очень интересный случай. Дело в том, что у нас помимо гемоскана есть еще и биотест. Как бы мы стараемся максимально помогать людям. Вот, и к нам обратилась женщина за 52-53 года, ей была, она из Казахстана приехала, и ей сказали, что ей требуется срочная пересадка печени. Ну, пересадка печени – это уже серьезное заявление, да? Мы ее протестировали, у нее оказался вирус цитомегала вирус, и на этом фоне был токсический гепатит. У нее были очень высокие трансферазы, ну, действительно, воспаление было мощное. Вы знаете, мы назначили терапию плюс трай, давали 20 дней по 3 капсулы, потом в перерыве давали всего 2 капсулы классика, потом снова, и вот так мы чередовали трансфера. В итоге мы ее держали 4 месяца. Извините, не 3 капсулы, а 4 капсулы. 4 капсулы. 2 утром, 2 она пила утром, классик, плюс и трай, и 2 она пила вечером. Она пила 20 дней, потом мы делали 10 дней перерыв, она пила классику, в маленькой дозе, всего 2 капсулы. Потом снова повторяли. И вот в таком ключе мы ее держали 4 месяца. Она каждый месяц сдавала все эти анализы. Она ходила к своему врачу, и врач был очень удивлен, что у нее постепенно начали падать трансферазы. В общем, это было хорошо, и мы спасли человеку печень и, собственно говоря, жизнь, потому что, ну, это хорошо. И еще один у нас, ну, это уже анекдотичный случай у нас был. Девушки обнаружили мастопатию, она попала в онкологию, в общем, ей сделали операцию, но очень интересная операция, то есть разрез был глубокий. То есть разрез шел вот так, вертикально. Обычно такие разрезы очень долго заживают. Ткань должна снизу собраться, потом вверх идти. Вот, доктор ее предупредил сразу, сказал: вы будете ходить ко мне полгода. Вот полгода, ну, знаете, это срок. И ходить вот с открытой раной тоже не очень приятно. Она пришла, говорит: что мне делать? Мы ей дали классик, она сыпала его в рану. В рот мы ей дали плюс и трай. Правда, немного. Там всего-то было по 2 капсулы плюса и 2 капсулы трая, и плюс 2 раза в день она сыпала. Прошел месяц, она пришла на перевязку, а у нее там все затянулось. Врач это увидел, онколог, позвал всех, все отделение и сказал: вот, видите, какие вот у меня результаты. Я ее спросила: что ты не сказала-то, что ты пила? Зачем вот человека в неведении вот я оставила вот так? Она говорит: я хотела посмотреть, что с ним будет. Ну, вот такие вещи есть. То есть трансфер-фактор можно применять не только в рот, но и, извините, и местно, можно и на раны. И еще один случай, может быть, поможет кому-то. У нас девушка обратилась, у нее был жуткий псориаз, причем бляшки были везде. Спина, живот, бедра. Она уже 15 лет страдает, и она лечилась неоднократно в кожевенном диспансере, ей там делали антибиотики. Мы ее тоже обследовали, и еще у нее было жуткое акне, то есть
Это гнойниковая сыпь на теле. Она пришла в феврале к нам, обратилась, на ней была маска. Тогда еще никто про коронавирус ничего не знал. И когда мы сняли эту маску, мы ужаснулись. Это было просто кровавое месиво на лице. Ну, конечно, тут не обошлось без антибиотиков, без дезинтоксикационной терапии. Мы с ней, в общем, работали где-то около месяца. Потом мы подобрали ей дозу трансфер-фактора. Вы знаете, вот самое интересное, что большие дозировки-то иногда и не нужны. Вот мы на 4 капсулах ее отправили домой. И она к нам приехала, мы ее не узнали. Где-то она пропила банку, потом она отдыхала, ну, потом случился карантин. И в итоге она приехала в июне, мы ее не узнали. Она была без маски, и вместо этого кровавого месива и плюс кучи гнойничков у нее была розовая, но я не скажу, что натуральный цвет кожи, но тем не менее была более-менее приятная кожа. Вот такие вещи, может быть, кому-то поможет, потому что ее обследовали полностью, демодекоза, там ничего такого не было. Был именно вот акне, гнойный процесс. Причем у нее был не только на коже лица, у нее был еще и на шее. Вот, и она говорила, что на 15 лет страдала и мучилась, но извините, это же видно, это же кожа. И насчет псориаза, у нее все бляшки прошли, у нее осталось всего несколько бляшек. Если кого-то заинтересует, мы схему вам дадим, что мы делали и как мы добились такого хорошего результата. Теперь насчет судорожных синдромов. У меня есть ребятишки, которые, да, получают. Вот понимаете, да, схема в принципе одна и та же. То есть пока вы не разберетесь с шейным отделом позвоночника, вы не поймете, что там происходит, вы как бы для себя не решите, есть гипоксия, нет гипоксии, говорить о чем-то трудно. Я видела много детей, которым назначали очень много противосудорожных препаратов, у которых были потом проблемы с кишечником, с печенью, у которых шла потом мощная задержка развития. Вот я не понимаю, вот может быть, можно альтернативу искать всем этим препаратам, потому что препараты тяжелые. И мы стараемся то же самое, мы обследуем, пролечиваем. У нас очень много случаев, когда мы избавились от судорог. Причем применение в этой ситуации очень хорошо работает ТРА и плюс. И не надо большие дозы. То есть вначале мы приводим в порядок шейный отдел позвоночника, мы даем препараты, улучшающие обмен в головном мозге, делаем противовирусную или противоэмбриозную программу, ну у кого что, да, и даем трансфер-фактор как на реабилитационный период. И у нас получается замечательный результат. И постепенно мы потом сходим с противосудорожных препаратов. То есть как бы всегда каждый случай индивидуален, и всегда нужно стараться не навредить, а помочь. И, как мне обычно говорят, это, вы знаете, это очень дорого. Нет, это не дорого. Вы попробуйте вначале пролечить его, и это гораздо лучше, чем вы потом будете пить кучу вот этих бесполезных препаратов, а потом лечиться от побочных действий этого. Да, есть дети, у которых все это гораздо сложнее. Ну, не без этого, да, но в большинстве случаев алгоритм действия такой. Ну, наверное, я буду закругляться, а то я много уже говорила. Ну, вот трансфер плюс, мощная противовоспалительная программа, написала, вот, которую мы тоже... кстати, мы ребятишкам стали его назначать при каких-то воспалительных там заболеваниях, при бронхитах, при фарингитах. Он горький. Ну, дети едят, молодцы, наши дети. Мы очень хорошо работаем с кардио еще. У нас как бы, кардио детям мы не особо назначаем, хотя у меня был в практике такой случай, у ребенка был НКПС. То есть он перенервничал в детском саду и пачкал штанишки, какал. Вот, и куда она его только не водила, ему было 5 лет всего. И, как с ним разговаривать, что там случилось, он же не расскажет. Ну, вот мы провели ему очень мягкий массаж, мы сделали ему курс физиолечения. Ну, я взяла и назначила ему кардио. Хотя бы, говорю, по одной капсуле в день вы попейте, по крайней мере, там сосудистые, все витамины, все, что нужно. Вы знаете, он через 2 недели перестал какать. Это было такое счастье. И мама пришла, говорит, дайте мне еще. Я, говорю, не поняла, что это такое. Все, ребенок больше никогда не какал. Слава богу. Ну, конечно, маме были даны определенные рекомендации, что делать, как делать. Вот. Поэтому, как бы, не бойтесь, назначайте. Все будет хорошо. Желаю вам всем здоровья. Берегите себя. Вот я хотела показать нашу жемчужину, наши скуль. Он очень красивый, но только он у нас теплый 2 месяца в году. Приезжайте. Всего доброго.
Альфия Юрьевна, огромное спасибо, очень интересно и на самом деле очень полезно. Ваш опыт, которым вы делитесь, большое вам спасибо, выскажу от всех участников конференции. У нас есть буквально несколько вопросов. Вот спрашивают, можете ли вы уже сейчас сказать схему при акне? Приятно, обязательно антибиотикотерапия. Обязательно. Мы прям цефтриаксон делали по 2 грамма, мы кололи ее 7 дней. Мы обязательно сделали дезинтоксикацию. То есть у нас есть риасорбилат, да даже можно с линкера, хотя бы по 200. С витаминами мы особо ничего не делали, потому что и риамберин, пожалуйста, не делайте риамберин. От риамберина ей было хуже. Сразу резко у нее слабость появилась, и акне пошли. Я понимаю, что с одной стороны нужно вытащить, с другой стороны, представляете, человек в истерике, на неврозе это не пойдет. То есть мы ее капали 7 дней и посадили потом на трансфер-фактор плюс, посадили ее на мощную диету. И еще мы взяли трансфер классик, взяли ее мазь, которую она там использует, да, и насыпали туда классик. И она намазалась. Применяла эту мазь. Тоже как бы результат. Спасибо большое. И еще один вопросик. Как вы считаете, в каком возрасте после рождения ребенка стоит показать остеопату и какие симптомы у новорожденного должны насторожить родителей? Остеопату показывайте сразу, прямо в месяц, чтобы он уже был у остеопата. Симптомы: ребенок у вас беспокойный, ребенок плохо спит, ребенок срыгивает, ребенок вздрагивает. Вот эти симптомы должны вас сразу насторожить. В течение родов. То есть, если вам делали стимуляцию, не дай бог, если у вас как-то, были то, в принципе, можно уже после выписки из роддома показывать. Остеопаты работают мягко, остеопаты работают долго. Простите, конечно, за каламбур, и работают очень дорого. Порой мы отправляем к остеопатам, пока они маленькие, потому что добраться до первого-второго шейного позвонка может только остеопат. Мануальная терапия, мы начинаем их брать с третьего позвонка, но тем не менее, если это опытный мануальный терапевт, который работает с детьми, он очень аккуратно может их сам поправить. Но мы не рискуем. Если что, мы отправляем к остеопату, несколько процедур они там получают. Вы же знаете, да, детский остеопат работает раз в неделю, раз в 10 дней. 2-3 процедуры. Мы забираем этого ребенка себе, то есть смотрим массаж, если нужно, мануальную терапию дальше. В общем, такой вот алгоритм. Альфия Юрьевна, большое спасибо. Выражаю общую благодарность вам за то, что выделили время, поделились своими результатами. Благодарю вам здоровья и успеха в вашей практике, очень такой нужной практике врача.